Всем привет! В этом видео я расскажу про накладку Mars 3 Euro Super Soft от фирмы Inchi. Далее буду называть ее сокращенно Mars 3, но имейте в виду, что позже будут и другие версии этой накладки. Где-то к лету мы ожидаем версию Soft, а предмет данного обзора, еще раз повторю, самая мягкая из возможных Mars 3 Super Soft. А Soft наверняка будет немножко жестче по чувству, будет чуть больше весить. И также должен иметь более мощное максимальное вращение. Итак, Mars 3 Euro Super Soft. Пару слов про слово евро в названии накладок Inchi. У гладких накладок это слово не имеет того значения, что оно имеет у их шипов. Шипы серии евро это более дорогие, улучшенные версии. Есть изначально дешевые версии шипов без слова евро. Они очень хороши за свою цену. А евро-версии их шипов очень похожи, но лучше по всем параметрам. А у гладких накладок слово евро это просто слово, которое не имеет такого значения, как у шипов. Кое-какое другое значение там можно найти, но это долго объяснять. Сейчас об этом не будем, а будем переходить к обзору накладки. Я протестировал ее с толщиной губки 2 мм на основании OFF- Inchi J1. Вес Марса 3 41 грамм, когда накладка обрезана по размеру стандартного атакующего основания. Это немножко меньше среднего веса. Марс 3 с более жесткими губками будет весить немножко больше. Вы, возможно, знаете накладку Марс 2. Возможно, вы видели наш обзор на нее. Для тех, кто не видел, но хотел бы, мы оставим ссылку на него под видео. А более 10 лет назад была и Марс 1. Но она давно снята с производства, как устаревшая. Сейчас в этой серии делают Mars 2 разных версий жесткости. И только что выпустили новинку Mars 3 Euro в версии Super Soft, которая и является предметом данного обзора. И еще пару слов про Mars 2. В версиях Soft и Medium это очень удачная резина. Можно сказать шедевр среди дешевых накладок европейского типа с небольшим тензорным эффектом. Насчет версии Hard мы не уверены, как ее оценить. Но если вы ей играли, то напишите, как вы ее оцениваете в комментариях. Многие заинтересуются, чем Mars 3 отличается от Марса 2. Многим отличается. Это другая накладка. Общее у них это только слово Mars в названии. Это полностью новая накладка, а не какая-то немного измененная версия. Mars 3 больше похож на Землю 2 Medium, чем на Mars 2. Кстати, обзоры Земли 2 всех версий вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. И ссылка на обзор Марса 2 Soft там же. Также про Mars 3 Euro можно сказать, что он напоминает Юпитер 2 Soft, которая, кстати, является одной из самых удачных накладок в своем роде. Детальные обзоры на Юпитер 2 Soft и другие версии Юпитера тоже найдете по ссылкам под этим видео. Хотя, я полагаю, что многие из наших зрителей уже пробовали Юпитер 2 Soft собственноручно. А если кто еще нет, то обязательно обратите на эту накладку внимание. Вернемся к Марсу 3. Он немножко мягче Юпитера. Где-то посередине между Юпитером 2 Soft и Domination Speed Soft по мягкости. Это дает немного более сильный отскок на слабых и средних по силе ударах. По ходу тестирования мне то казалось, что скорость одинаковая в сравнении с Юпитером 2 Soft, то что Марс 3 быстрее. Сложно сказать однозначно, что быстрее, Юпитер или Марс 3, потому что накладки с разной жесткостью и по-разному проявляют себя в ударах разной силы. Вероятно, в целом, Марс 3 все же немножко быстрее. Общую скорость и тактическую принадлежность накладки можно оценить примерно как OFF-. Характер поведения накладки менее линейный, чем у Юпитера. Тензорность присутствует, но не максимально выраженная. Но более выражена, чем у Марс 2, причем заметно более выраженная. Если вы все-таки хотите сравнить Марс 3 с Марсом 2, то можете посмотреть наш обзор про Марс 2 и сделать для себя выводы. В подрезках на столе у Марса 3 все обычно, ничего особенного отметить не могу. Контроль просто хороший. У более жесткой версии, наверное, будет еще чуть лучше.
А так, можно сказать, что эта накладка просто с нормальной подрезкой. Но не для тех игроков, которые хотят подрезкой на столе довести всех до изумления. Накаты у Mars 3 очень контрольные и комфортные, как и у других накладок от Inchi на эту тему. И в отличие от многих менее удачных дешевых и даже не таких дешевых китайских накладок. При накатах и плоских ударах мяч направляется точно и четко. Хорошо чувствуешь, что ты с ним сделал и куда его направил. Приятное чувство удара. Хорошая обратная связь от накладки. Все как надо. Такой накладкой хорошо учиться базовым техническим элементам, осваивать технику. Ну а тем, кто уже умеет и хочет больше скорости в игре, лучше Mars 3 ставить на какое-нибудь быстрое основание, так как накладка контрольная, но не очень быстрая. Когда я начал делать топ-спины, то поначалу мяч полетел за стол. То есть у Марса 3 угол выброса мяча выше, чем у привычного мне Юпитера 2 Soft. Я немного скорректировал технику, и все полетело в стол. Имейте в виду, что по ходу обзора я часто говорю слово Юпитер, но я всегда имею в виду Юпитер 2 Soft, а не какие-то другие версии Юпитера. А ссылки на обзоры разных версий Юпитера найдете под роликом. Топспин — это сильная сторона Марса 3. Он, конечно же, гораздо мощнее Марса 2 и сильнее крутится. Попадать в стол топспином максимально легко. Это своего рода топс-машина, подобно Domination Speed Soft. Но характер поведения накладки немного другой. Отличие от Юпитера 2 Soft небольшое. Юпитер немножко жестче, и он может закрутить мяч сильнее. Но это проявляется не всегда, а только при особо быстром разгоне ракетки. Далеко не все теннисисты это умеют, и далеко не всем теннисистам это нужно в их игре. Так что объективно это и не минусы, и не плюсы, а особенности поведения накладки. Одному игроку надо первое, другому нужно второе и так далее. Выбирайте, какие именно свойства важнее лично вам для вашей игры. При этом Mars 3, благодаря своей мягкости, дольше задерживает мяч при исполнении топспина. Такой накладкой удобнее ставить технику топспина. При таком поведении резины легче его прочувствовать, так как тут больше прощается неидеальное исполнение и проще попадать в стол. А также проще придать хорошее вращение при обучении топспину. Если сравнивать с Юпитером, то можно сказать, что у Юпитера распределение силы отскока мяча более линейное. Слабо ударил, слабее полетело. Сильно ударил, сильнее полетело. Тогда как Марс 3 на слабом и среднем махе, как мне кажется, немного сильнее отталкивает мяч за счет тенсорного эффекта. А вот при максимально быстром махе дает чуть менее быстрый отскок, как это обычно и бывает у мягких накладок. Тут уместно вспомнить, что Mars 3 это накладка категории F- и заведомо не рассчитана на нападающих игроков высокого уровня и играющих в остроатакующем стиле. Это накладка для комфортного обучения техники, для игры в универсальном или универсально атакующем стиле. Ей можно попадать на стол очень много, но не максимально мощно. Это атакующая накладка для точности, а не для большой мощности. По сравнению с Юпитером 2 Soft, можно сказать, что Mars 3 немного больше ориентирован на игру топсами. Хотя Юпитер тоже их очень хорошо делает, но Mars 3 в такой игре немножко удобнее, тогда как Юпитер в целом имеет другое предназначение и свои более сильные стороны. Блок у Марса 3 хороший, но немного уступает Юпитеру. Реакция на приходящее вращение сильнее, и потому в стол попадать немножко сложнее. Например, при блокировании топспина с большим вращением риск отправить мяч за стол больше. Но тут я напоминаю, что у Юпитера 2 Soft блок настолько хорош, что лучше, наверное, не бывает. Поэтому чуть хуже, чем у Юпитера, это все равно высокая оценка. Если блок в игре это самое главное, то Mars 3 не самый лучший вариант из возможных. Но если главное в игре топ-спин, а блок просто нужен на хорошем уровне, тогда Mars 3 может хорошо подойти. Про плоский удар тоже можно сказать, что он очень хороший, разве что чуть хуже идеального. Можно сказать где-то на 9 из 10.
Так что если плоскач это самый главный игровой элемент, то можно выбрать еще более удачные накладки для этого дела. А в остальных случаях способности Марса 3 к плоскочу будет достаточно, чтобы надежно забить все, что забивается. Только технике обучиться не забудьте, поскольку без техники даже очень хорошая накладка будет мало полезна. И еще пару слов про игру топ-спином против защиты. Во время теста я уделил этому больше времени, чем планировал. А все потому, что попадать в стол по подрезкам от защитника легче, чем я привык. И управлять длиной траектории тоже легче. Мне было приятно махать топсы по защите, и я увлекся. Когда часто попадаешь в стол и ощущаешь способность сделать это вариативно, это увлекает и не хочется прекращать. Кстати, такой комфорт в вариативном исполнении топ-спинов – это также очень хорошо для того, чтобы ставить технику топ-спина. Когда хорошо чувствуешь мяч на накладке и чувствуешь, что ты делаешь, это помогает осваивать топ-спин и его различные вариации быстрее. Менять скорость, делать разную силу вращения, задавать разные траектории, делать длиннее, и делать короче и так далее. Это важно для тех, кто учится, так как если всего этого не чувствуешь, то и непонятно, что у тебя там на ракетке происходит. Не можешь этим управлять и можете сами предположить, какова тогда будет эффективность тренировки. То же самое можно сказать и про начало по подрезке, которое хотя и похоже на игру против защиты, но все же не одно и то же. Максимально легко попадать в стол и делать это вариативно. Так что еще раз подытожу. Марс 3 евро суперсофт это топсы, топсы и топсы по самым разным мячам. В том числе, если вам приходится часто топсить по мячам, которые опустились за стол до уровня столешницы. Каких-то минусов у накладки я не заметил. Надо просто понимать, что это за накладка и для чего она нужна, и для чего она не подходит. Для этого мы и делаем обзоры, чтобы вы могли до покупки накладки понять, может она вам подойти или не может. Подведу итог. Получился добротный тензор со скоростью off-минус. Очень приятный в игре. Подойдет тем, кто хочет получить высокую управляемость атакующих действий, когда в игре главная точность, а не пушечность. По уровню игры эта накладка в первую очередь для начинающих и для прогрессирующих игроков. А для нападающих более высокого уровня тут недостаточно жесткости, скорости и мощи, излишек которых противопоказан игрокам менее высокого уровня. Учитывая очень скромную цену, накладка обладает отличным КПД, то есть соотношением цены и игровых качеств. Так что можно порадоваться пополнению ассортимента накладок фирмы Inchi новой серии Mars 3. Купить накладку Mars 3 евро вы можете по ссылкам под этим видео. И ссылки на обзоры на другие упомянутые накладки там же. Покупать в нашем магазине всегда очень хорошая благодарность за наши видео. Также не забывайте лайкать и шарить, подписаться и нажать колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы мы с вами встречались чаще. И хочу напомнить, что обзоры мы делаем, чтобы помочь вам сэкономить время и деньги, чтобы вы могли узнать свойства интересующих вас накладок и оснований, и заранее составить представление, что может вам лучше подойти, или наоборот, уберечься от покупки неподходящего. С этой же целью на сайте магазина TT Maximum построена подробная система фильтров и характеристик, помогающих разобраться в том, на какую тему та или иная накладка или основание, и какими свойствами они обладают. Так что заходите к нам на сайт, а если нужна помощь и консультация по выбору, пишите на указанные на сайте контакты, и мы поможем.